Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу свежую новинку от производителя Start Scale Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим советский грузовой бортовой автомобиль ГАЗ-63А, вариант с лебедкой. И эта модель появилась в продаже в прошлом месяце по рекомендованной розничной цене в 3450 рублей. Довольно большая сумма, но несмотря на это, модели были распроданы еще на стадии предзаказа. И свой грузовик я получил со второй попытки, тоже оформлял предзаказ, и бронь сработала. Уже оплатил модель, но через какое-то время мне сказали, что машины нет на складе. Поэтому попытал удачу в другом месте и, к счастью, получил долгожданную новинку. И заочно могу сказать, что это вполне удачная масштабная копия, хотя от ССМ всегда ждешь какой-то подвох в самых неожиданных местах. И очень странно, как у этого грузовика хорошая покраска, хорошая сборка и довольно богатая детализация. В чем же здесь тогда подвох? И не будем торопиться с оценками, возможно, здесь все печальнее, чем я думаю, но этот грузовичок при беглом осмотре меня приятно удивил. И также в дополнение к этой модели я приобрел более бюджетный вариант в коробочке от Автоистории. И ту модель я показывал в анонсе на втором канале. Тоже сделаю на нее детальный видеообзор, и мы сравним две масштабных копии, и думаю, будет интересно сравнить эту продукцию с аналогом от Deep Models. Конечно, у меня от Deep нету полноприводного грузовика, а есть самосвалы, пожарный автомобиль и сидельный тягач. И как раз можно будет сравнить два сидельных тягача. Здесь коробка стандартного размера, ничем не отличается от других изделий от этого бренда. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае, разработаны Madimio Engineering. Есть наклейка с артикулом, указан прототип Горький 63А, цвет темно-зеленый и артикул, по которому можно найти эту машину в интернете. И модель довольно легкая, несмотря на то, что у нее металлическая кабина и металлическая рама. Все же это не такой крупный грузовой автомобиль, и большая часть деталей здесь сделана из пластика. Вот так выглядит дисплей-кейс. И у этого грузовика мне очень понравилась схема окраски, вот именно классический темно-зеленый цвет. Конечно, возможно, он более характерен для поздних автомобилей Советского Союза. Ранние газоны были более ярко-зеленые, но тем не менее цвет вполне удачный. И можно посмотреть, как окрашена кабина, она переливается на свету, нету видимых пятнышек клея, и вроде бы все детали ровно установлены на свои посадочные места. Отлично проработана кабина изнутри, виднеется рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач, сиденье здесь в черном цвете, панель приборов окрашена в цвет кабины. И также нанесены декали, имитирующие различные органы управления. Также окрашена обшивка изнутри, обозначены серебристой краской рукоятки стеклоподъемника, ручки открытия дверей. Внешние дверные ручки здесь из пластика, и они окрашены серебристой краской. И что мне не понравилось, так это отсутствие надписей на боковых крышках капота. Конечно, можно списать это на отремонтированный грузовик, и были подобные элементы от ремзаводов, но я думаю, что это просто потому, что Кострома не хочет платить лицензию марки ГАЗ. Поэтому они делают безымянные автомобили. Отлично сделаны покрышки, и, видимо, Кострома научилась делать качественную резину. Здесь очень хорошо читается маркировка, и эта резина с учетом ее цены, на мой взгляд, ничуть не уступает покрышкам от Maestro Models, и я не вижу смысла менять эту резину на более дорогостоящую. Также хорошо сделаны колесные диски, они окрашены глянцевым черным цветом, и также передние колесные диски отличаются от задних, у них более выступающая ступица. Также присутствует запасное колесо, брызговики под кузовом. Сзади установлены дополнительные ящики с двух сторон. Также хорошо смотрятся
задние фонари, и с левой стороны добавили дополнительный фонарик, а вот катафоты здесь обозначили просто красной краской. Имеется сцепное устройство, оно не рабочее, как на моделях от Deep Models, но при желании можно сделать небольшую доработку и сделать этот элемент подвижным. Также присутствует дополнительный топливный бак и горловина для топливного бака на задней стенке кабины. Установлено зеркало заднего вида, есть фольга, имитирующая само зеркальце. Дворники здесь из фототравления. Довольно хорошо смотрится осветительная техника, отсутствуют черные точечки, и также здесь довольно хорошо сделан механизм лебедки. Есть катушка, установили небольшой крючочек и протянули ниточку и приклеили ее на нижней стороне катушки, и это тоже добавляет модели реалистичности. Сквозные отверстия на решетке радиатора, и здесь как раз невооруженным взглядом видно, что решетка радиатора на костромской модели уже, чем на аналоге от Дипа. Я пока что не делал точных замеров, но визуально здесь ничто не раздражает, все вроде бы хорошо спроектировано, только один вопрос, почему капот имеет такую характерную горбинку. Вроде бы на мою память у газонов он должен быть более пологим, но могу ошибаться, уже давно не видел настоящие грузовики, и нужно будет освежить в памяти, как выглядел этот грузовик. Но, повторюсь, модель в целом оставляет весьма положительное впечатление. И давайте открутим грузовичок от подставки, посмотрим, как он сделан снизу. Я, кстати, ребят, нашел небольшой, не очень приятный момент. Здесь крепежные винты ржавые. Вот, в принципе, узнаю почерк Костромы. Если модель хорошая, то винтики будут все ржавые, как будто модель где-то плавала. Но, опять же, повторюсь, это, конечно, все такие мелкие придирки, но это показывает уровень и отношение бренда к потребителю. И почему-то очень плохо откручивается передний винт. Такое ощущение, как будто он залит клеем. Так, ну вот он открутился. И вот так выглядит нижняя часть. Хорошая проработка ходовой части, вроде бы все на своих местах. Также мне понравилось, как здесь сделаны крепежные элементы, они не бросаются в глаза. И, в принципе, это уровень проработки ранних моделей от Deep Models. Очень красивая фактура на тенте. И давайте для сравнения я вам покажу прицеп 2PN2 от Deep Models, который я покупал пару лет назад. Вот так он выглядит, и как раз здесь наглядно видно, очень похожи тенты. И я думаю, вот такая сцепка будет отлично смотреться на вашей полке. Конечно, сложно сказать, были ли такие автопоезда в реальной жизни, но почему бы и нет. Это тихоходный прицеп, и также грузовичок не разгонялся до большой скорости. Я думаю, что в реальной жизни вполне может быть. У меня два таких прицепа. Они друг от друга отличаются цветом. И вот это более ранний прицеп, у него ярко-зеленая схема окраски, более характерная для раннего периода советской техники, а здесь уже более поздняя модификация. Но получается вполне симпатичный автопоезд. И пишите ваши комментарии, если в вашей коллекции какая-то новинка от Костромы. Возможно, это ГАЗ-51, возможно, ГАЗ-63, возможно, вы приобрели пожарный автомобиль. Понравился ли вам данный грузовичок? Поддержите этот видеоролик лайком, не забывайте оставить ваш комментарий, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!